I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Всех приветствую на своем канале. Сегодня будем с вами вязать вот такую вот визитницу из остатков шнура макарони. То есть у меня был один моток макарони, из которого я связала целую сумочку. Причем ручки у меня тоже были связаны именно из шнура. И из остатков у меня получилась еще вот такая визитница. То есть из одного моточка шнура макарони у нас получается и визитница, и сумочка. Как вязать такую сумочку, у меня есть подробное видео на моем канале. А сегодня мы с вами свяжем вот такую визитницу. Так как шнурочек у нас тоненький, он получается 2 мм, то есть можно даже вязать вот таким вот рельефным красивым узором елочка, что получается очень тактильно, приятно, очень красиво и как бы удобно. Смотрите, прячем наши карточки, достаем талончики, все что угодно. Можно сделать кнопочки такие невидимые пришить, можно без кнопочек, можно пришить дырочку, что будет смотреться очень даже презентабельно. Итак, начинаем. У меня есть еще в наличии тот же шнур макарони, только другого цвета. Я покажу именно на примере вот этого вот шнурочка. Ну, то есть он точно такой же, такая же толщина. Будем вязать из зелененького. Итак, набираем 58 воздушных петелек. Делаем первую петельку. И набираем 58 воздушных петель. Набрали 58 воздушных петель. Делаем обязательно петельку подъема. И теперь будем вязать наш узор елочка. Смотрите, как он вяжется. Не за косичку, переворачиваем вот так. Будем вязать за эти перемычки. Начинаем со второй. Делаем изначально первый столбик без накида. Так, остальные все петельки вяжем вот таким вот образом. Вот так вот. Захватываем вот эту вот петельку за перемычку. 3 петли вместе. Почему за перемычку? Таким образом у нас получится, смотрите, какой рельефный красивый край. Так, продолжаем. Вяжем таким образом до конца ряда. Это у нас будет лицевая сторона елочки. Потом покажу, как вяжется изнаночная сторона. Она вяжется немножко по-другому. Так, довязываем наш первый ряд. Сейчас покажу, как разворачивается и как будем вязать изнаночные ряды. Провязали все наши 58 воздушных петелек. Смотрите, делаем петельку. Разворачиваемся таким образом, чтобы вот эта ниточка разворачивалась вот вместе с нами. Вот сюда. И вот эта наша петелька подъема была. Вот в следующую петельку. Смотрите. Ныряем вот сюда. И выходим не вот здесь, не только вот эту косичку захватываем, а еще и вот эта перемычка, которая под ними. То есть раз, два, три. Смотрите, берем ниточку, протягиваем, провязываем. Еще раз смотрим. А теперь вот у нас опять появляются наши косички. Вот так вот крючок, вот сюда. И чтобы на крючке было 3 перемычки. Косичка и еще одна перемычка. Вот так вот вытянули 3 петли на крючке. Провязали. Это узор елочка.
Вот, еще раз на изнанке показываю. Вот так. Ныряем сюда. Вот таким образом. Протянули. Смотрите, как получается на лице. Ну, потом дальше будет видно. Таким образом мы вяжем изнаночные ряды. Вяжем до конца ряда. Покажу, как переходить опять снова на лицевой ряд. Так, довязываем до конца второй ряд, который у нас является изнаночным. Смотрите, вот это последняя у нас петелька. Так, вот так вот продеваем, провязываем, петля подъема. И дальше ниточка уходит уже туда при вязании лицевых петель. Так, вот была петелька подъема. Здесь провязываем, не забываем, что мы кроме вот этой косички провязываем еще и вот эту вот петельку. То есть на крючке всегда 3 полосочки считаем. Сделали первую петельку. Так, теперь все, берем опять за перемычку и вот так вот вглубь провязали, вяжем нашу косичку. То есть лицевые ряды изнаночные мы уже знаем, как вязать. Вяжем до необходимого нам размера, а в ширину это будет около 10 сантиметров. Я когда свяжу свой образец, я все померяю и скажу, сколько у меня было здесь рядов. Таким образом, вы уже знаете, как вязать. Вяжем самостоятельно. Так, связала я полотно нужной мне величины. Вот здесь вот в ширину оно у меня получилось почти 10 сантиметров. Да, 9,5 можно сказать. А в длину, так не видно, а в длину 28,5 сантиметров. Итого получилось у меня 15 рядов. Смотрите, теперь будем делать окантовочку вот этой стороны и противоположной. В принципе, вот когда я вязала вот эту визитницу, я ничего здесь не обвязывала. Край получается и так, ну, как бы мне нравится, он плотный, красивый. Ну, можно, сейчас мы с вами обвяжем, попробуем. Здесь я просто вот так вот сделала соединение вот этих двух деталек. Все. То есть можно оставить и так. Так, здесь мы пройдемся, тоже сделаем, чтобы наш край был более красивым. Вот, закончила я 15 ряд. Смотрите, делаю петельку подъема. Петелька подъема. И будем идти соединительными рядочками. Соединительной косичкой. Так, ныряем вот сюда. Захватываем вот эту петельку и вот эту. Потом вот сюда. То есть будем прокладывать такую косичку. Опять вот эти две перемычки у нас на крючке. Потом сюда. Вот и таким образом идем, продолжаем вязать и идем вот до нашего хвостика. В принципе, можно и хвостик сюда натянуть и ввязывать его. Таким образом мы его и спрячем. Он очень длинный у меня. Потом отрежу лишний. А нет, я его так не спрячу. Ладно, мы его потом спрячем, потому что мы же его не ввязываем, мы просто косичку поверху делаем. А делаю я косичку почему такую, чтобы вот эти края у нас были более плотными, чтобы было удобно брать оттуда карточку. То есть можно было бы просто вокруг столбиками без накида провязать, но так мне нравится больше. То есть вы решайте сами, как вам удобней. Так, прокладываем косичку до конца. Так как обвязываем мы только вот эту сторону и противоположную, ниточку я уже обрезала. Смотрите, доходим до конца. Так, вот здесь еще провязываем.
И вот сюда вот делаем петельку. Нет, мы ее потуже сделаем, более вглубь. Вот так вот, больше вглубь ее сделали. Вот так вот. Ниточку вытягиваем. И уводим ее туда на изнанку. Вот так вот подтянули. Эту ниточку, где у нас был хвостик, тоже на изнанке мы все красиво спрятали. Таким образом, вот, чтобы здесь была у нас красивая косичка. По бокам обвязывать не будем. Здесь идут красивые ровные края, одинаковые с двух сторон. Мы просто по ним будем прокладывать соединительную косичку, просто чтобы соединить детали друг с другом. То есть делаем точно такую же обвязку с противоположной стороны. Смотрите, с противоположной стороны. Там мы просто заканчивали наш ряд, и мы себе просто удобно пошли и сделали косичку. Здесь просто берем шнурочек наш, вводим шнурочек вот сюда, в самый уголок. В самый уголочек вытягиваем петельку и такими же шажками идем вперед. Вот этот в самый уголочек, даже он здесь туговато идет. Хвостик там оставили, потом он спрячется. Здесь мы его не вяжем, потому что мы сверху обвязку делаем. И вот такими рядочками, как и там, соединительной косичкой. Идем, в конце обрезаем хвостик, прячем. Точно так же, как и делали там. То есть под вот эти две перемычки. И потом вот сюда. По две перемычки. И вот сюда. Тут видно, куда крючок продевать. Две перемычки. Все, доходим до конца, делаем точно так же, как я показывала и на противоположной стороне. И будем соединять наши детальки. Обвязали с одной стороны, хвостики спрятали обратно. Так, обвязали с другой стороны. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону и вот так вот делаем, оставляя посерединке промежуток. Можно померить карточкой, как карточка будет сюда заходить. Вот, например. То есть так, чтобы вот эти обе стороны у нас были одинаковые. Можете зафиксировать их маркерами. И сейчас мы будем их соединять. Соединительную косичку от начала до конца ряда. Как с одной стороны, так и с другой. Приложили, померили сантиметром и будем соединять. Закрепили маркерами. Так. Изначально связанное полотно, которое у меня получилось, я его не проутюживала через марлечку. Можно, конечно, это сделать, но узор довольно плотный, он хорошо держит форму. То есть, когда вы уже сошьете детальки, сложите вот так вот. И тогда, да, можно под пресс, под марлечку, через тряпочку пройтись утюгом, чтобы, придать более плоскую форму. Смотрите, сложили. Выровняли, чтобы у вас вот эти детальки были одинаковые, чтобы они складывались ровненько. Все, и будем прокладывать соединительную косичку. Берем наш шнурочек и начинаем от одного конца до другого. Идем соединительной косичкой, хвостики потом спрячем. Вот так вот. Берем наш шнурочек, хвостик оставили, чтобы мы его потом протянули внутрь и спрятали. Здесь края у нас как раз таки получились очень удобные для соединения. Вот поэтому мы их и не обвязывали, потому что вот легко соединительной косичкой идем, делаем обвязку. Вот получается косичка.
Подтянем потом эти хвостики. Хвостик спрячем. Старайтесь, чтобы петельки были более-менее одинаковыми, чтобы они не выделялись. То есть, чтобы не было видно этой прошивки. Так, маркер вот этот вынимаем. Так, с этой стороны получается косичка, с обратной стороны вот такие вот перемычки. Так, вот сюда. Так, косичка пошла дальше. То есть здесь тоже прокладывается косичка и соединяется со второй деталькой. Вот таким образом. Снимаем этот маркер. Так, вот здесь вот теперь захватываем эту детальку, захватываем вот за эту перемычку и плюс сюда берем вот этот шнурочек, который мы вот доделывали косичку нашу и шнурочек внутрь протягивали, чтобы не было видно. Вот так вот вместе. Вот таким образом. Все, чтобы была видна только косичка со всех сторон. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Ниточку обрезаем. Мы провязали, то есть у нас вот только вот это, ну, вот эти две косички соединили. Обрезаем ниточку. Так, вытягиваем ее. Здесь маркер снимем. Они как бы нам уже не нужны. Здесь сейчас мы хвостики спрячем. С изнаночной стороны мы их хорошо затягиваем в углах. Вот так вытянули. Смотрим, чтобы здесь, ну вот косичка, все плотно, ровно. И вот эти хвостики с изнанки просто берем, протянем, и потом зажигалкой протянули, прячем, оставляем маленький хвостик. Все, обрезаем.
Вставляем маленький хвостик, прижигаем его. И вот так вот мы его спрятали. То же самое делаем со вторым хвостиком. Выравниваем, чтобы те стороны тоже были одинаковые. То же самое делаем со вторым хвостиком. Прокладываем здесь такую же косичку. И встречаемся, когда уже визитница будет готова. Так, вот теперь все у нас готово. Все, можно вставлять карточки. Сначала мы, конечно, все это прогладим через тряпочку или через марлечку, чтобы оно получилось таким более плотным. Очень получается тактильно, приятно. Очень приятно. Так, вот смотрите, как выглядит. Можно пришить бирочку. Сюда у меня вот такая серенькая будет. Все, прекрасное дополнение к любому подарку. А причем, если вязать именно из шнурочка макарони, получается из одного мотка и сумочка, и визитница. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.